самый большой концертный зал в городе Аомори. Выписали специально из Токио немецкие романтики. Подарок благодарным слушателям. Здравствуйте, мои дорогие снобы, меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов, где я вместе с вами посещаю интересные места этой японской префектуры и делюсь своими впечатлениями об этих местах. Сегодня мы продолжаем контент для настоящих снобов, ибо сегодня мы идем в Link Station Hall. Это самый большой концертный зал в городе Аомори, и сегодня мы идем на концерт классической музыки. Для нас играет городской симфонический оркестр Аомори. И в программе у нас сегодня немецкие романтики. Это увертюра к опере Карла Марии фон Вебера «Эврианта». «Эврианта» — это девушка, персонаж рыцарского романа. Далее у нас идет второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса с совершенно потрясающим анданте в третьей части. И напоследок Роберт Шуман, симфония номер 1, так называемая симфония весенняя. Правда, сейчас на дворе осень, но это симфония такая мощная, жизнеутверждающая, и чувствуется там влияние Бетховена. И должен еще отметить, что симфонический оркестр города Аомори — это немного не то, как мы привыкли думать. То есть обычно симфонический оркестр — это какой-то более-менее состоявшийся коллектив, который сидит на зарплате в филармонии городской. Там часть музыкантов за копейки приглашается со стороны, но более-менее это все существует на постоянной основе, и с периодичностью какой-то, допустим, раз в месяц они дают концерты в местной филармонии, в каком-то концертном зале. Но здесь устроено это все немного по-другому, насколько я понимаю. Это люди, которые собираются добровольно. Зарплату они, скорее всего, никакую не получают, а раз в год дают концерт в этом зале, и на собранные деньги, сумма небольшая, билеты стоят от 1000 до 1200 йен, видимо, окупают свои издержки, и, в принципе, на этом все заканчивается. То есть люди здесь играют в качестве хобби, и, скорее всего, у них какая-то есть другая работа. Поскольку на улице не май, давайте пройдем уже внутрь и послушаем замечательный концерт прекрасных немецких композиторов, насладимся настоящей культурой, настоящей музыкой, и почувствуем себя настоящими снобами. Итак, друзья, концерт закончился, я получил удовольствие. Конечно, уровень этого оркестра — это не берлинский филармонический, не бостонский оркестр, не оркестр Большого театра в Москве. Игра не всегда бывает чистая, даже я бы сказал, что она часто не очень чистая, но с учетом того, что это люди занимаются в качестве хобби, что это такой полулюбительский оркестр, я считаю, что уровень достойный, а тем более за такую символическую практически цену раз в год его посетить, я думаю, должен каждый считающий себя культурным человек. Кстати, помимо основной программы, еще этот пианист, которого выписали специально из Токио, сыграл какую-то сонату Брамса. Честно, не знаю ее название, но мелодия сама мне знакома. То есть это было такой дополнительный подарок благодарным слушателям. А вот теперь пару слов о благодарных слушателях. Если вы заметили, а если не заметили, сейчас я вам еще раз покажу. Зал был заполнен, чуть больше, чем наполовину. А с учетом того, что в амфитеатр сегодня не пускали или практически не пускали, то заполнен он был от силы на 2/3. То есть посадочных мест здесь в партере, в амфитеатре всего около 2000, а было, наверное, здесь человек от силы 700. Это на 300-тысячный город Аомори и на префектуру, в которой проживает около 1 200 000 человек. Выводы, я думаю, вполне очевидные. И контингент здесь был в основном пенсионерский. Были относительно молодые люди, были семьи с детьми, но это
на порядок меньше, чем обычно бывает на таких концертах в какой-нибудь постсоветской стране. Хорошо это или плохо, судите сами. Я считаю, что это нехорошо. И обидно, что такой концерт проходит всего раз в год. И вот зал заполнен даже не полностью. Родина дала вам концертный зал. Ходите на концерты, слушайте настоящую музыку. Нет, не хочу. Хочу смотреть дома телевизор, хочу в торговом центре тусоваться возле вокзала, а послушать настоящую музыку, приобщиться к культуре, это нет, это нам не интересно. Если вы оказались в Аоморе, например, в сентябре, октябре, или живете здесь в Аоморе, то обязательно следите на сайте за афишами, анонсами и приходите на такие концерты. Подобные концерты меньшего масштаба бывают несколько раз в год в других концертных залах тоже. Поэтому я думаю, что их все надо посетить, и мы обязательно сделаем про это видео. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до свидания и до скорых встреч в Аоморе. Вот, ну, оператор, что, я не прав, что ли? Ну, конечно, прав.